сказать, инфраструктурной поддержки и как бы финансовой, в том числе поддержки как бы стартапов, мне кажется, было бы очень разумно сюда добавить еще третий новый вектор, как бы, вот, и этот третий новый вектор заключался бы в помощи со стороны государства, в стимулировании, так сказать, именно усилий частного рынка, да. Значит, у нас есть какие основные проблемы. Значит, наш частный рынок сегодня, он очень, так сказать, атомизирован. Там нету никаких как бы институциональных предпосылок, чтобы, условно говоря, вот этот достаточно большие, так сказать, по объему распределенные, но очень сильно распределенные частные деньги как-то концентрировались. Это прям очень большая проблема. И на самом деле это достаточно большая проблема, достаточно легко решается. Ну, я приведу вам в качестве примера, так сказать, опять же, значит, то, что вот я очень люблю. У нас есть так называемый замечательный действующий закон о договоре инвестиционного товарищества, вот, с помощью которого на самом деле легче всего структурировать венчурные фонды, особенно если это венчурные фонды не очень большого объема, потому что фонды очень большого объема, даже если бы они возникали, в принципе, их можно структурировать как боевые инвестиционные фонды. Вот. Маленькие нельзя, потому что очень сильные затраты на администрирование вот этой формы. Вот. Поэтому в свое время выдумали вот это договор инвестиционного товарищества. Я думаю, лет 10 точно уже прошло, как он работает. Работает он не очень хорошо. Почему? Потому что он весь ориентирован на юридических лиц. А на самом деле основные деньги, так сказать, вот, если мы говорим именно о венчурном рынке, они проистекают от лиц физических. Это так называемые физические лица там, в статусе квалифицированного инвестора. То есть у человека, несомненно, может быть какое-то ООО, которое занимается, я не знаю чем. Бордюры меняет, так сказать. Значит, это доходный бизнес, как бы, предположим, там есть 3 акционера, один, так сказать, вкладывает там, в яхты, другой вкладывает, там, скажем, в конкурсы красоты, а третий хочет в стартапы вложить. Вот. Они никогда не договорятся, как это сделать от ООО, они просто выводят деньги как бы, оттуда, и каждый дальше, так сказать, занимается каким-то своим хобби. Вот. Значит, основная проблема состоит в том, что как бы сегодня физические лица выведены из вот этого регулирования договора инвестиционного товарищества. Поэтому невозможно привлекать от физических лиц с большими бюджетами, невозможно привлекать деньги как бы в те же с большими, с какими фонды. Примерно какой объем? Ну, это миллионы рублей. Да, то есть это потому что, смотрите, почему так в свое время получилось, мы просто разговаривали с разработчиками закона, с чиновниками. Они говорят, Центробанк очень боялся, что там будет МММ новое, там Марина Сергеевна никому не верит и так далее. Вот, значит, это вообще не для этих людей. Это реально, для людей с большими чеками. Вот. Я не знаю, это даже не миллион рублей, я думаю, это там 5 миллионов рублей чек. От 5 миллионов рублей, да, значит, вот, соответственно, так сказать, это вот сегодня как бы большая проблема. Из-за этого, на самом деле, люди и так эти деньги тратят, вот, но они тратят их не очень эффективно, потому что каждый что-то делает сам, вот. А мы считаем, что, несомненно, гораздо более было бы эффективно, значит, если бы мы обеспечивали решение двух проблем. Первая проблема, так сказать, для тех людей, которые хотят инвестировать пассивно, значит, соответственно, мы бы их капиталы концентрировали в частных пассивных фондах, а для тех, которые хотят инвестировать активно, то, что называется бизнес-ангелы, соответственно, мы можем выстраивать как бы удобные синдикаты, потому что сегодня синдикаты бизнес-ангелов тоже устраивать неудобно. Вот. Законодательно. Да. Вот это просто очень такой, на самом деле, простой пример. Я уж не говорю о том, что, конечно, хотелось бы, чтобы НДФЛ облагался результат вложений, вот такие в венчурную индустрию, чтобы он облагался по портфельному принципу. Сегодня это не так. То есть, условно говоря, если физическое лицо там разложило деньги между, предположим, 5 проектами, 4, так сказать, закрылось, а один он выгодно продал,
то у него расходы на эти 4 проекта никто не вычтет. Соответственно, это будут его убытки, а вот этот доход весь целиком обложится подоходным налогом. Что, в принципе, противоречит, конечно, самой сути венчурного инвестирования. Хотя, как бы в традиционном бизнесе это, наверное, нормально, потому что в традиционном бизнесе ты должен вкладывать деньги в такие предприятия, которые точно не закроют. Прогнозируем. Да, они прогнозируемы. Венчур, оно не прогнозируемо. Если мы действительно хотим людей стимулировать, чтобы они не в заправки вкладывали и там, В торговлю, не в кофейне, да, как бы, то несомненно, и их нужно как-то поощрить вот, налогообложением по портфельным интересам. Вот это прям очень простые, несложные меры, которые требуют буквально по 3 слова вписать в действующие законы через запятую, и кардинально, так сказать, изменится ситуация. Появятся на самом деле стимулы как-то объединяться друг с другом, встречаться, обсуждать, договариваться, спорить, так сказать, что-то предлагать. И вот в этом, так сказать, возникнет вот этот вот бульон, из которого на самом деле выиграют все. Константин, на ваш взгляд, это одна из мер, да, которая может прям существенно поменять пропорции сложившиеся сейчас. Но, возможно, есть еще и какие-то и другие вещи, как образовательная какая-то история. То есть, чтобы основатели приходили уже подготовленными к созданию проекта. Смотрите, еще что-то. Да. Это очень важно, но это как раз то, что государство сегодня неплохо делает. Делает неплохо. А беда состоит только в том, что предпринимательство, ну вот с моей точки зрения, достаточно циничное, я сразу предупреждаю, вот с моей достаточно циничной точки зрения предпринимательству, так сказать, нельзя научить. То есть научить можно и нужно, это очень важно, а научить нельзя. Значит, предпринимательство это такая вещь, где можно только попробовать. Вот. Притом, совершенно не обязательно, там, чтобы люди начинали с какого-то, так сказать, именно такого сложного технологического предпринимательства. Да? Не знаю, там, вот, там, в 90-х годах только там какой-нибудь ленивый студент не держал коммерческую палату. И это на самом деле было как бы фундаментальной школой, как бы, более фундаментальной школой, чем все сегодняшние вот эти, так сказать, акселераторы, инкубаторы и учебные курсы. Вот. Но это как бы, так сказать, наверное, вернуть сложно. Вот. И еще раз говорю, то есть с точки зрения самого как бы, обучения государство все делает хорошо. Значит, было бы неплохо как-то, чтобы какая-то была возможность как-то попрактиковаться. Да? То есть, чтобы люди приходили подготовленные, чтобы люди приходили к частному инвестору, условно говоря, и инвестор хотя бы не нес один единственный риск, так сказать, неспособности к предпринимательству. Вот, это очень важно. Вот, и есть еще и второе соображение. Второе соображение такое, на самом деле, не нужно, чтобы все обязательно, так сказать, кофаундеры были предпринимателями. Это тоже такое достаточно ошибочное заблуждение. То есть это на самом деле как бы, в принципе, неплохо, когда в человеке там разные таланты перекрестились, да, как бы, но это совершенно не обязательно. Значит, вторая на самом деле проблема, которая у нас есть объективно, это слабое, как сказать, слабое такое комьюнити междисциплинарное. Ну вот, условно говоря, это достаточно хорошо работает там, в американских университетах. Это разработчики не связаны с маркетологами. Да, вот есть факультет там программистов, вот есть факультет маркетологов, вот есть там факультет там, экономистов. И все сепаратно. Нет, оно и там тоже сепаратно, но у них какие-то общие, у них как бы общий кампус, у них какие-то, так сказать, общие кросс-дисциплинарные какие-то организуются мероприятия, они друг с другом знакомятся, и рано или поздно, вот, так сказать, формируются вот так называемые вот эти вот функционально полные команды. Ну, они, может, с кем-то ошибутся, кого-то потом поменяют, но в целом вот это так происходит. Вот, у нас на самом деле с этим большая проблема, так сказать, и вот это тоже, что могло бы поправить государственное образование. Конечно, хотелось бы, чтобы как-то, так сказать, люди
имели возможность где-то вот вариться тоже в этом своем, я имею в виду кофаундеры будущие, в этом своем прото-бульоне, чтобы маркетологи знакомились с программистами, программисты с экономистами, как бы, и формировались вот эти, как бы, так сказать, команды. Вот. Потому что, конечно, ну, это немножко идеалистическое представление, что мы можем найти, как бы, всех с уже каким-то опытом. Вот. Но, опять же, так сказать, надо еще добавить следующее. Вот с нашей точки зрения, последние годы тоже что произошло? Существенно изменился профиль стартапера. То есть, вот если там, скажем, там 10, 11, 12 год это в основном были какие-то студенты, нигде не работавшие никогда, вот, то теперь это как бы на самом деле люди, которые уже приходят после какого-то бизнеса. То есть они уже где-то работали, то есть они как свои команды формируют, они вот, условно говоря, где-то работают, у них есть уже какой-то профессиональный круг общения по работе. И вот этот профессиональный круг общения по работе, он гораздо в большей степени междисциплинарен, чем на студенческой скамье у нас сегодня. Вот. И вот приходят такие готовые команды, которые ну, не просто там хорошо друг друга дополняют, а у них уже есть опыт какой-то совместной работы, они уже что-то друг с другом делали. И это на самом деле гораздо более ценная вещь. Мы вот это при прочих равных мы бы всегда выбрали вот этот как бы второй сюжет. То есть они уже сработавшись коллектив. Да. У нас непростая, интересная страна, вот, с интересной экономикой, и важно понимать, что когда-то в нашей стране сделали всякие разные прорывы в космосе там, и в прочих направлениях. Я думаю, что технологический бизнес и венчурная экосистема тоже как-то будет изменяться, как-то будет расти, и возможно, она вырастет до довольно серьезных размеров и качества и будет соревноваться с другими экосистемами мира, такими как там Кремниевая долина там, или китайская, или системами Китайской Народной Республики. Смотрите вторую часть. Во второй части мы поговорим о проектах, поговорим глубоко, собственно, об основателях, о том, как использовать лайфхаки, которые уже были в опыте Константина Финушина. Константин, спасибо, что вы выразили информацию, передали нашим подписчикам ваш взгляд на венчурную экосистему. И мы продолжаем. Смотрите дальше, ставьте лайк, пишите комментарии. И Александр Данильянц и Константин Синюшин, генеральный директор Untitled Ventures. Спасибо.